AT отправила ему леденящее душу сообщение. Когда полиция вошла в квартиру, то обнаружила сцену прямо из кошмара. То, что они обнаружили внутри, будет преследовать их вечно. Добро пожаловать в очередной леденящий душу эпизод. Сегодня мы окунемся в одну из самых ужасающих и сложных историй реальных преступлений из Гонконга. Это дело не просто об убийстве, оно об обмане, предательстве и невообразимом ужасе того, на что способны некоторые люди, движимые жадностью и отчаянием. Это история Джана Ван Ли, светлого ума, чья жизнь закончилась так, как никто не мог себе представить. Джан Ван Ли, которого ласково называли Аджей, был многообещающим молодым человеком. Он окончил престижный Массачусетский технологический институт в 2009 году и вернулся в Гонконг, чтобы начать свою жизнь. К 2012 году он встретил и начал встречаться с Го Циен, 26-летней женщиной, и в конце концов они стали жить вместе. Казалось, жизнь Ван Ли идет по плану. В 2015 году он обручился, а в следующем году планировал свадьбу. Но на самом деле все было не так идеально, как казалось. Ван Ли вложил в свои сбережения 5 миллионов гонконгских долларов в компанию, которой управлял его друг, которую он называл AT. Эти инвестиции вскоре стали финансовым кошмаром. Пытаясь вернуть свои деньги, Ван Ли обнаружил, что берет в долг у ростовщиков, чтобы просто остаться на плаву. А когда компания, в которой он работал, уволила большинство своих сотрудников, включая его самого, стены начали сужаться. 4 марта 2016 года Ван Ли сказал Циен, что собираются увидеть AT, чтобы наконец вернуть свои деньги. Это был последний раз, когда кто-то видел Ван Ли живым. После того, как Ван Ли не вернулся домой, беспокойство Циен переросло в панику. Она пыталась позвонить ему несколько раз, но его телефон был выключен. На следующее утро, не получив вестей от Ван Ли, она начала его искать, но у нее не было информации. Она едва знала настоящее имя AT, не говоря уже о его местонахождении. Поэтому она сделала то, что сделал бы любой на ее месте. Она пошла в полицию. Расследование было поручено региональной группе по расследованию пропавших без вести лиц Гонконга. Но без полного имени или каких-либо надежных зацепок найти AT оказалось непростой задачей. В Гонконге не требуется использовать свое настоящее имя для регистрации мобильного телефона. AT был не более чем призраком. Полиция неустанно работала неделями, отслеживая все возможные зацепки. Наконец, 29 марта произошел прорыв, когда они нашли человека по имени Тан, одного из немногих людей, контактировавших с AT. Тан рассказал, что AT отправила ему леденящее душу сообщение 19 марта, утверждая, что он и его друзья убили кого-то. Вооружившись этой информацией, полиция отправилась по указанному Таном адресу – промышленное здание в Цюэнь-Ване. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили их худшие опасения. 4 марта Ван Ли вошел в здание с двумя мужчинами, идентифицированными как AT и AK. Пока AT и AK были замечены уходящими, Ван Ли больше никогда не видели живым. Когда полиция вошла в квартиру, то обнаружила сцену прямо из кошмара. Комната была пуста, за исключением большой бетонной колонны в гостиной. Воздух был густым от запаха и освежителя воздуха, попытка скрыть что-то гораздо более зловещее. Полиция немедленно вызвала пожарных, чтобы они взломали колонну, и то, что они обнаружили внутри, будет преследовать их вечно. В бетоне находилось разложившееся тело Джан Ван Ли, и он был оставлен в коленопреклоненном положении, гротескная насмешка над жизнью. Было ясно, что было необычное убийство. После того, как тело Ван Ли было опознано, охота на его убийц усилилась. Тайваньские власти были предупреждены, когда подозреваемые AT и AK и Ахао сбежали на Тайвань вскоре после убийства в сопровождении 18-летней женщины Хэ Цинь-Вэнь. Но тайваньское законодательство представляло трудности. Хотя они могли оштрафовать подозреваемых за просроченные визы, они не могли депортировать их, пока не истечет срок действия виз. Опасаясь, что они ускользнут от них, власти сузили свою сеть. Подозреваемые были без денег, голодали, и у них было мало времени. 10 апреля Цинь Вэнь пришла в полицейский участок в Тайбэе, напуганная и готовая признаться во всем, что знала. Она рассказала, что убийство Ван Ли было преднамеренным, заговор, задуманный AT после того, как он обнаружил, что Ван Ли стоит больше мертвый, чем живой. Показания Цзиньвэня нарисовали леденящую душу картину. Группа детально спланировала убийство, обсуждая различные способы избавиться от тела Ван Ли, прежде чем остановиться на бетонном саркофаге. После убийства они бежали на Тайвань в отчаянной попытке избежать правосудия, но этого оказалось недостаточно.
12 апреля трое главных подозреваемых были депортированы обратно в Гонконг. По прибытии их немедленно арестовали. Признания начали распадаться, и каждый подозреваемый пытался переложить вину на других. Но доказательства были неопровержимыми. В конце концов, явная жестокость и преступление, бессердечность, которое было совершено, гарантировали, что справедливость восторжествует. Это дело – суровое напоминание о тьме, которая может скрываться под поверхностью даже в тех, кого мы думаем, что знаем. Жизнь Джана Ван Ли трагически оборвалась из-за тех, кого он считал своими друзьями, и хотя справедливость, возможно, восторжествовала, шрамы от этого преступления останутся надолго. Спасибо за просмотр. Если эта история показалась вам такой же шокирующей, как и нам, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на больше контента о настоящих преступлениях. И помните, всегда будьте осторожны с теми, кому доверяете. До следующего раза. Берегите себя.